Просто мы тут работаем, на самом деле. Реальными делами занимаемся. Не кукры-мухры, да? Сначала вот так. Вот, подальше только, подальше отойди, мы с этого сделаем фотку. Нормально? Вообще пиздец. Особенно с этой кепкой еще. Смотрите, короче, в чем проблема. Значит, смотрите, оригинальные крепления, они одно тут крепится, через вот эту пластмассовую фиговину, которая тоже сгнила, идет, и вот отсюда тоже второе крепление выходит. Вот оно торчит, смотри, покажи людям. Вот оно торчит. Видите, насколько оно сгнило? Вот. Насколько усилитель сгнил, потому что сюда попадает вода, и на самом деле... И второе тоже крепление сгнило. Вот видите, оно полностью уже сгнило. Плюс, смотрите, какая ситуация. Бампер, он еще прищелкивается. Вот тут есть такие салазки, вот такие. И вот он прищелкивается, вот как бы прикручивается и вставляется вот в эти пазы. Вот видите? Вот, в эти пазы они вставляются с двух сторон. И все, и, ребята, надо придумывать какие-то крепления. Я не хочу это делать на проволоке, как обычно это бывает, блядь. Я же его буду все равно снимать. Я хочу, чтобы он действительно добротно сделал. Сегодня наша задача сделать качественные крепления. Я не знаю, я взял лист нержавеющей стали. Надеюсь, она-то не выгнет, но это тоже не точно, опять же, пацаны. Но плюс еще вот этот бампер, я заметил, он исполняет задачу именно такого барьера для воды, потому что вот сейчас у нас идет жуткие муссонские дожди, я въезжаю в лужу, и вот эта вся лужа, она затекает вот сюда и затекает мне прямо на стекло. То есть это так, знаете, как в лодке, такой барьер, чтобы вода и лужа не затекала на капот. Вот оно происходит за счет вот этого именно нижней губы, потому что без бампера у вас все тут выгнет, все тут радиаторы, у меня тут интеркулер мой помытый, и я вижу, что уже там много камней, то есть еще плюс интеркулер засирается, поэтому, друзья, берегите свой бампер, сейчас будем, короче, делать его. Сука. Это пиздец. Посмотрите, я никогда не видел, чтобы железо вообще какое-то вот превращалось в такое. Похоже на осенние листья. Да, да, это реально. Ну что, у кого там виска-муфта не работает, а? Шестигранник? Сейчас, братан. Правду говорят, что мужчины не взрослеют никогда. Братан, держи от души. Просто мы тут работаем, на самом деле. Реальными делами занимаемся. Не кукры-мухры, да? Был хотя бы немножко походил вот на кусок вот этой гнилой штуки крепления. То есть, вот, короче, видите? В принципе, похоже. Ну, рассверливал ее долго. Достаточно. Вот так вот хотя бы мы ее... Опа, попала даже, слушай. И сейчас попробуем вот этими винтиками, вот таким вот образом винтиками фиксируем ее. О, красота! Просто супер. Новенькие винтики, все красиво, все как надо. Все с гаечками, шайбочками. Короче, супер. Я кайфую, пацаны. Я просто кайфую. Смотрите, никогда такого не делал раньше. Но вот смотрите, какие симпатичненькие крепления у нас получаются.
Вот, конечно, надо, чтобы это еще все начало нормально село туда, куда надо. Но крепления из нержавеющей стали мне уже нравятся. Да, они такие вот как бы мягкие. Но самое главное, что они не гнилые, чуваки. И сейчас мы будем примерять и пытаться вешать их. Ой, чувствую, что нас неминуемо ждет небольшой провал. Ну, посмотрим. Знаете, друзья, это как раз таки тот момент, когда мы тут проебались целых полдня. А вот этот товарищ сказал: а ты знаешь, сколько стоит бампер-то? Бэушный. С креплениями, совсем. $25. А, это он хочет сравнить. Посмотрите, вот сравните мою работу и вот этого товарища. Как бампер должен висеть? Красота! Ты езжай, дядя, по добру, по здорову. Пока твои не Езжай, чтобы сняли. мои подписчики не видели, где эталон, а где колхоз. Понимаешь? Давай, счастливо. Ты ещё- Ничего, новые бамперы. Понимаете, пацаны, новые бамперы — это не наш подход. Это 100% не наш подход. Наш подход вот этот вот. И я считаю, что это намного интереснее. Понимаете, что-то сделать своими руками. Притом оно из нержавейки, хуй сржавеет сейчас. Газует, газует, выебывается. А ведь были моменты, когда он не ехал никуда. Ну смотрите, ребята, что у нас получается. Два колхозных крепления запросто держит нашу всю конструкцию. Посмотрите, с этой стороны бампер сел практически идеально. Мы сейчас заедем на яму и его четко повесим. Смотрите, практически идеально, как с завода. Нержавеющие крепления. Притом их можно согнуть и придать именно ту форму, которую нужно, и потом подтянуть. Ну а с этой стороны, конечно, у нас пока что немножко не садится, потому что я просто пока что не закрепил ее. Ну, будем, в общем, смотреть. Но я вижу, друзья, что процесс идет, и он близится к ночи и к логическому завершению нашему. Ну, к ночи, как обычно. Да. Как ты считаешь, Андрей, сегодня нас будет сторож с собакой выгонять? Ну, я думаю, нет. Я думаю, мы успеем. Думаешь, успеем? Ну, да, Ты же не знаешь, что у нас еще какая-то работа есть, да? не знаю. Да, и ключ, который очень плохо работает. Супер просто, супер. Вообще, мне очень нравится. Посмотри, как все четко закручивается на новенькие гаечки внизу. Там тоже. Ну посмотрите, как у нас классно получилось. Посмотрите, как классно сел наш бампер. И резиночка грамотно висит. Конечно, немножко есть маленький зазор, но в принципе он может быть. Посмотрите, как крепление вот тут встало, вот тут закручено. Крепление. Вот посмотрите, тут. И вот внизу мне пришлось, у нас крепление оборвалось, я просверлил дырку и ввалил туда болт. Очень хорошо то, что это именно с гнущейся такой вот стали, потому что можно ее хорошо поджать и таким образом придать любую форму, уже будучи на бампере, потому что реально просверлиться в дырки вот эти, ну, невозможно. Это очень долго времени уходит. А вот так мы можем поджать и все, и сделать именно именно ту форму, которую нам надо. Все закручено, посмотрите, держится просто шикарно. Вообще, и я, если честно, удивлен, как я додумался сделать такие крепления, ведь те просто вообще выгнили в ноль. И несмотря на то, что я тут поцарапался, короче, там, несмотря на то, что это было долго и много было нюансов, вот, бампер
висит, и это самое главное. Ну что, друзья, надеюсь, вы за меня порадуетесь. Спасибо моему оператору Андрею, спасибо Саше за то, что предоставил гараж. И вообще, ну, для этого понадобилось много инструментов, болгарок, различных этих штук. То есть без этого, конечно, невозможно. А это пока что не мои инструменты, но я должен их купить для того, чтобы переваривать мерз. Без них просто невозможно. Пацаны, поэтому ну что, подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующих интересных видео. И я считаю, что такой ремонт это не колхоз. Колхоз был бы, если бы мы это все подвязали, как это обычно делается, веревками различными и так далее. А сейчас это можно запросто снимать и запросто одевать, делать малярные работы, кузовные работы, и все это будет отлично. Все, увидимся, пока! Опа, опачки, опа, это не конец видео. И те, кто досмотрели до самого конца, самые преданные, мной любимые зрители, они участвуют в конкурсе розыгрыша наклеек. Меня очень попросили, чтобы я продолжил этот конкурс. Хорошо, все для вас, мои друзья. И что нужно было делать? Нужно было всего лишь навсего поставить лайк видео, сделать репост его в социальную сеть, в любую, где вы сидите, написать свой комментарий и быть, подписанным, естественно, на канал. Притом комментарий нужно было написать с ссылкой на ту социальную сеть, где вы сделали репост. И сейчас мы случайным методом попробуем все-таки выявить победителей. Итак, первое видео это у нас было про ручник. И мы вставляем ссылочку в наш рандомайзер и смотрим, кто же у нас. Сканируются комментарии. И так, получив мясо, привет, но ты не сделал комментарий. Или я, насколько я помню, ты уже участвовал. Вот ты опять, ничего себе, как тебе везет, металлист. Вот, к сожалению, не сделал ссылочку. Хочу напомнить, что ссылочки необходимо было сделать. Ссылочки, обязательно ссылочки на свою социальную сеть, чтобы мы смогли все-таки проверить, сделали ли вы репост. Вот, комментариев не так, чтобы много, но все-таки те люди, которые сделали все правильно, все по фэншую, такие люди тоже есть. Вот пока мы их перебираем. И как только найдется первый, кто сделал репост, обязательно получит от меня наклеечку. Вот получив мясо, бы уже давно получил наклеечку. Друзья, ну наконец-то, вот нашелся первый человек, который сделал ссылочку. Амиран Барадзе, классное видео. Олесь, просто я тыкал, наверное, минуты 3, я не хотел вставлять, чтобы вы не заснули. И давайте сейчас зайдем на его страницу и проверим, сделал ли он репост. Амиран, Батуми, Грузия, прекрасно, я тебя добавил в друзья. И сейчас посмотрим, сделал ли ты репост моего видео. Давайте посмотрим. Какие-то собачки. Вот, друзья, сделал, наконец-то я нашел ссылочку, вот, посмотрите, она есть. Так что, Амиран, я тебя поздравляю, сразу же тебе пишу в личку то, что ты выиграл наклейки, и наклейки прямиком летят в Грузию. Это уже не первые наклейки, которые летят в прекрасную, солнечную, гостеприимную Грузию. Итак, мы продолжаем. Следующее видео у нас было про универсальную ракету, если помните. Про универсальную ракету, прекрасный универсал моего очень хорошего друга, дядя Боя, у которого, как я вам говорил, порядка 250 тысяч подписчиков на ютубе. Там есть ссылочки на его канал, если захотите, подпишитесь. Вот. И сейчас мы как раз таки проверим и это видео. Вставляем ссылочку. Вот, да, вот таким вот образом у нас набралось достаточно много видео, и сегодня будет много подарков. Так что, если вы участвовали, пожалуйста, смотрите. Я думаю, что вам повезет. Итак, сканируем видосик. Опять же, если будет
долго я не буду вас утруждать, я буду сразу же ставить и вырезать все комментарии, которые были без ссылок, потому что люди просто, ну, таким образом не участвуют в конкурсе, участвуют только те люди, которые выполнили все условия, как я говорю. Но тут достаточно много людей. Опа, Владимир Шеверев. Вот, тут варить, а не порожки покупать. Ну, возможно, согласен. Владимир, мы сейчас заходим на твою страницу, чтобы весь YouTube увидел тебя, красавца. Вот, город Кобрин прекрасный. Вот, и я вижу, что ты делаешь репосты моих видео, и ты абсолютно заслуженно получаешь наклеечки. В великолепный белорусский город Кобрин уходит наклеечки. И следующее видео у нас было простое улучшение тормозной системы, где мы с вами меняли диски передние тормозные там. И сейчас мы тоже вставляем это видео в наш великолепный рандомайзер. Так. Вставляем ссылочку. 37 комментариев. Из них выбираем так, то, что нам надо именно ссылками на социальные сети для того, чтобы проверить нашего победителя. A few moments later. Друзья, ну, что я могу сказать? Вот мы сейчас смотрим комментарии этого видео. Единственное, Владимир Шеверев из Кобрина комментирует и раскидывает мои видео по социальным сетям и помогает видео как-то продвинуться. Что я могу сказать? Ему спасибо, но больше тут в этом видео нету никаких комментариев, кто участвовал бы в конкурсе. Так что, друзья, ну вот, в общем, у нас сегодня, наверное, 2 или 3 победителя всего лишь навсего, хотя могло быть больше. Так что, если вы хотите участвовать, опять же, простые условия, они будут в описании видео, делайте. И при том, что в следующий раз, конечно же, выборка будет намного более жестче, потому что я вижу, кто из вас поставил лайк действительно, кто из вас подписан на мой канал, кто даже из вас подписан на любую социальную сеть, поэтому меня уже не проведешь. Так что делайте и репосты, и все, выполняйте все условия. Вот. Просто сегодня я не докапывался сильно, потому что просто участников очень, оказалось немного. Вот. А так, сегодня и в Кобрин, и в Батуми полетят наши наклеечки. Так что спасибо, что смотрели. Увидимся, удачи и спасибо, что досмотрели до конца. Вот. Так что я буду благодарен любой вашей помощи, чтобы вы действительно раскидывали видео, где оно вообще есть, чтобы я не загнулся, как впускной или выпускной клапан, и продолжал дальше пилить крутые видосики, если вам нравится. Ну, все, пока.